Это было обычное солнечное утро. Я готовил завтрак и обдумывал, где мне построить лабораторию. К сожалению, в части утерянной памяти была формула сионита, так что придется ее переизобретать. От размышлений меня отвлекли странные звуки с улицы. Я поспешил поскорее выйти на свежий воздух. Я, конечно, знал, что Дэб хотел убирать деревья довольно необычным способом, но не думал, что настолько. Вместе с растительностью он заодно убрал и несколько слоев горы. Забравшись наверх, я понял, что на месте этого креативного ландшафтного дизайна раньше был домик пчел. Соответственно, у меня возникли некоторые вопросы к Дэбу, и я побежал вдогонку за машинкой. Юный ученик садовника на мое праведное возмущение сказал, что с пчелами все в порядке и вообще они дома. Я ему поверил. Не будет же он мне врать. Остановив уничтожитель всего живого 3000, дождался прибытия Дэба. Выпросил у него кирку на удачу, чтобы накопать нам немного ресурсов. Также Дэб сказал, что все необходимое можно найти в деревне у Арлабуса, и описал примерную дорогу до туда. Решив отложить копание в шахтах, я, не дожидаясь утра, побежал на край острова. Снаряжение мое было не из лучших, но если быстро бежать, есть шанс добраться живым. По дороге мне встретился чудный домик, в котором я немного перекусил и отправился дальше в путь. Добраться до места назначения получилось только к утру. Дэб рассказал, что изумруды можно выторговать за палки, поэтому первое, что я сделал, это поискал в сундуках саженцы. Платформа для высаживания ели показалась маленькой, и я ее немного увеличил. Сверху вплотную посадил саженцы. Прорастали они не очень хорошо, даже с костной мукой. А взять ее с собой я так и не догадался. Первый торговый контакт произошел успешно. Новые ели так и не выросли, и поэтому я все-таки решил вернуться домой за костями. Что удивительно, добрался абсолютно без приключений. Спустившись в шахту, добежал до нашей фермы скелетов. Поначалу я терпеливо ждал, но потом стало слишком скучно, и я решил прогуляться по пещерам. Поблизости ничего интересного не оказалось, и чтобы не отходить далеко, я начал копаться вниз. Почти сразу наткнулся на небольшую горстку алмазов. К сожалению, дальше пройти было невозможно, там достаточно высоко находилась пещера. Зато с другой стороны можно было достаточно удобно спуститься вниз. Встретили меня не очень радушно, парочкой стрел в мягкие части. Да еще я и сам заблокировал себе выход обратно, когда ставил лестницу, что справедливо закончилось моей кончиной. Пришел в себя я в деревне Лабуса и, сломав кровать, побежал нырять на дно. Однако это не помогло, и я снова возродился на том же месте. Переставив кровать, я повторил сеанс плавания, и на этот раз попал уже в совершенно незнакомое мне окружение. Это точно был не пляж, на который мы приплыли. Но, похоже, центр мира находится именно здесь. Увидев вдалеке знакомую постройку, я сообразил, куда мне нужно двигаться. К ночи почти добрался до дома, но был встречен агрессивно настроенной гоп-толпой. Снова оказавшись в центре, я понял, что добраться ночью мне в живых уже не удастся. Но тут я вспомнил, что у нас уже есть портал, и, скорее всего, я смогу добраться побыстрее. Также попросил Дэба спуститься вниз за моими вещами, пока сам шел до дома. К сожалению, прошло слишком много времени, и когда мы спускались вниз, никаких вещей уже не было. Так что я задолжал Дэбу кирку на удачу. Мы еще немного погуляли по пещерам. Я находил медь, а Дэб ее выкапывал. После раскопок вернулся на ферму и принялся ждать, пока накапает достаточное количество костей. Набрав стака полтора, выбрался наружу и, порыскав в сундуках в поисках хоть какой-то брони, пошел обратно в деревню. На этот раз через ближайший портал. Что удивительно, за то время, пока меня не было, ни одной елки не выросло. Костная мука тоже как-то не сильно помогала. Изведя половину запасенного удобрения, которое работало только на крайних саженцах, мне в голову пришла мысль сделать промежутки между деревьями. Раньше они спокойно росли вплотную, однако в этом мире все по-другому. С такой посадкой ели вырастали практически мгновенно, и дело пошло намного бодрее. Я рубил, высаживал заново, мастерил палки, торговал, и так по кругу. В один момент для удобства даже повесил таблички с основными торгами. Но не все шло гладко. Задержавшись допоздна на рубке дерева, я столкнулся с оравой монстров.
Здраво рассудив, что идти на такую толпу с голой филейной частью дело малоперспективное, порылся в сундуках Лабуса и одолжил у него кольчужную броню. Тем временем самый борзый из гоп-отряда уже скоммуниздил себе все мое снаряжение. Мне пришлось отступить, чтобы увести негодяев в другое место и попытаться расстрелять их сверху. Воспользовавшись моментом, забрал остатки вещей, а затем добил главного бандита. Выкупив все инструменты и книги, я направился домой. Однако, вернувшись, не сразу смог приступить к зачарованию. Мне нужны были просто тонны опыта, ведь от торговли его поступало слишком мало. Тогда я принялся усиленно размножать животных. А еще у торгашей не было книги на огнеупорность, за которой пришлось бежать в центр в магазин Сантоса. К сожалению, полки оказались пусты. Но барыга обещал их пополнить в ближайшие 10 минут. Чтобы не терять время, нажарил себе картошечки и отправился в глубины Незера раскапывать кварцевые жилы. Какую-то часть можно было найти в чужих тоннелях, но пришлось покопать и ручками. Таким образом, помимо кварца, мне удалось наткнуться еще и на древние обломки. Целых 3 штуки в одном месте. Вернувшись в Верхний мир, я тут же отправился в магазин, где в бочке меня ждала такая необходимая книга на огнестойкость. На обратном пути обменялся новостями с ребятами, а придя домой, принялся расколупывать запасенную Дебом руду. Сослужившую хорошую службу кольчугу повесил на стойку, ведь ее скоро заменит более практичный вариант. После чего я продолжил размножение животных. Для плавки меди сначала выкапывал уголь, но потом мне это надоело, и в качестве топлива начал использовать лаву. Также я увеличил количество печей для переплавки меди. Животных становилось все больше и больше, а запасенная еда постепенно заканчивалась, и новая не успевала вырастать. Я переплавил почти всю медь, которая у нас была, развел огромные стада скота, попутно обстригая овечек на будущее, чтобы в итоге перенести все раздобытые ранее зачарования на снаряжение. Ну и получив-таки меч на добычу, слегка добавил коровкам личного пространства. Затем просто усиленно брил овец, чтобы заняться своим любимым делом – уничтожением незарака кроватями для поиска незарита. Мне частенько везло на крупные скопления, и, израсходовав все кровати, я почти собрал необходимое количество обломков, превратив Незер в пылающее пекло. Напоследок немного починился об кварц. Пока пережаривались обломки, расчехлил немного золотой руды. И вот, когда незаритовые инструменты были уже так близко, горячие слитки ждали своей очереди стать частью брони, я узнал, что технологии немножечко поменялись. Теперь для перековки нужны были специальные шаблоны. Деб как раз нашел такой в Бастионе. Вот только копия делалась из 7 алмазов, а их у нас кот наплакал. Мне хватило на 2 кирки. Как бы этого не хотелось, но пришлось спускаться в шахты. К счастью, нужное количество драгоценных камушков я накопал достаточно быстро. Дома первым делом обновил броню, а затем инструменты. Незарита не хватило только на лопату, да и черт бы с ней. Стоя у окна, я размышлял о том, что у меня осталось не так-то много времени. Заражение само собой не пройдет, а запасов сионита у меня больше нет. Нужно было как-то приступать к строительству лаборатории. Для начала я спустился в пещеру и поставил там грядки для нароста. Все равно, пока у меня не будет достаточно этих бородавок, к экспериментам я не приступлю. Также необходимы варочные стойки. Они, как известно, делаются из палок Блейза. Поэтому я снова отправился в Незер, и на этот раз в поисках крепости. Побродив по чужим тропам, мне удалось найти одну. Где-то в глубине находился рассадник эфритов. С такой прочной броней насобирать с них огненных стержней оказалось очень простой задачей. По пути обратно меня чуть не столкнул в лаву маленький слизняк, но мне чудом удалось удержаться. Вернувшись, я выбрал местечко для нижнего этажа и начал прокапываться. За этим делом меня застал Деб. К тому моменту я уже кое-что разузнал. Она пчелам сейчас будет. Он не только хладнокровно прикончил пчел, но еще и снимал все происходящее на камеру. Деб всеми силами пытался убедить меня, что наши пчелы в полном порядке и находятся наверху. Он врал. Все ульи в доме оказались дикими. И, соответственно, с дикими пчелами. Это были чужие, не наши пчелы. Когда я ему об этом сообщил, он заметно занервничал.
засуетился. Несколько раз подряд так и не смог выкинуть мусор через ограду. В итоге, иносказательно, но он все же признался в содеянном. Ну, может быть, просто не в нашем мире, вот, но все же где-то там летают. Капец, я живу с психопатом. У нас сервер шизофреников! Да каких шизофреников, ты шо? Ты на Алфёдова посмотри, явно пример. Ну, он отморозок немножечко, ну, что ты хотел? Мы все тут немножечко отмороженные. После нашего разговора я продолжил раскапывать скалу. Помимо большого пространства, там было отверстие под панорамное окно. Оно получалось не настолько высоким, как в доме, но вид от этого изнутри ничуть не хуже. Полы замостил каменной плиткой, а потолки сделал из березы. Для стен попробовал разные виды туфа. Мне понравилось, как это выглядит, и я спустился в пещеры, чтобы накопать побольше этого материала. Вернувшись, доделал стены, а весь накопленный камень отдал Нео взамен на терракоту. Хочу сказать спасибо большое моим прекрасным бустерам. Ваш вклад в мои ролики просто бесценен. Вы лучшие из лучших. Кстати, все бустеры получают доступ в Discord, независимо от уровня подписки. По традиции, стрим будет в ближайшее воскресенье на Твиче.